Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня приглашаем вас на мастер-класс по вязанию такой игрушки, ромашки, которая полностью укомплектована. У нее есть шортики, кофточка, тапочки и даже очки с леденцом. Для вязания лепестков нам понадобится белая пряжа, крючок и маркер из контрастной нити. У меня это красная. Лепестков должно быть 15. Я уже связала 14 лепесточков. Вместе с вами мы провяжем 15. Присоединяйтесь. Первый ряд делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем, ставим маркер. Второй ряд провязываем прибавку 2 столбика без накида 2 раза. Первый раз вместе со мной, затем продолжаем самостоятельно. Делаем в первую петлю прибавку, затем в 2 следующие петли вяжем по столбику без накида. 1 и 2. Далее выполняем работу самостоятельно. Третий ряд вяжем прибавку и 3 столбика без накида, тоже 2 раза. Прибавка, затем в следующие 3 петли по одному столбику. 1, 2, 3. Второй раз выполняем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем прибавку и 4 столбика без накида 2 раза. В первый столбик прибавка, затем в каждую петлю по одному столбику. Второй раз выполняем самостоятельно. Пятый ряд вяжем прибавку и 5 столбиков без накида 2 раза. Прибавка, 1, 2, 3, 4, 5. Второй раз выполняем самостоятельно. Закончили вязание пятого ряда. У нас по кругу с вами 14 столбиков без накида. С 6 по 12 ряд вяжем по 14 столбиков в каждом ряду. То есть 7 рядов провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 13 ряд вяжем убавку и 5 столбиков без накида. Убавка, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Второй раз выполняем самостоятельно. 14 ряд вяжем убавку 4 столбика 2 раза. Убавка, 1, 2, 3, 4. Второй раз вяжем самостоятельно. Довязала до конца, маркер убрала, лепесток не наполняем. Затем 2 петли за обе стеночки провязываем столбиком без накида. Мы своего рода лепесток сшиваем. Нам нужно провязать 4 столбика без накида. 3, 4. Нить закрепить,
обрезать и спрятать в лепестке. У меня готово необходимое количество лепестков, поэтому начинаем вязать другие детали игрушки. Лепестки пока убираем в сторону, они нам временно не понадобятся. Вяжем голову игрушки, которая будет состоять из двух частей, из желтой и зеленой. Начнем с желтой. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем, устанавливаем маркер. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. У нас должно получиться 12 столбиков по кругу. Одна прибавка. Две прибавки. 4 прибавки вяжем самостоятельно. Третий ряд. Вяжем прибавку и 1 столбик 6 раз. Делаем прибавку, затем столбик, снова прибавка, столбик. Провязываем еще 4 раза самостоятельно. Четвертый ряд. Вяжем 1 столбик, прибавку, затем 5 раз вяжем комбинацию из 2 столбиков и прибавки, и в конце 1 столбик без накида. По кругу должно получиться 24 столбика без накида. Начинаем. 1 столбик, прибавка, два столбика, прибавка, повторяем 4 раза 2 столбика и прибавку. В конце осталось провязать 1 столбик без накида. Провязываем. Пятый ряд. Вяжем прибавку и 3 столбика 6 раз. По кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Прибавка, 3 столбика. До конца ряда вяжем самостоятельно. Шестой ряд. Вяжем 2 столбика, прибавку, затем у нас идет комбинация из 4 столбиков и прибавки, ее повторяем 5 раз и в конце 2 столбика. По кругу 36 столбиков без накида. Начнем. 2 столбика вяжем сначала, прибавка, 4 столбика, прибавка. Повторяем самостоятельно комбинацию из 4 столбиков и прибавки еще 4 раза. В конце провязываем 2 столбика без накида. Седьмой ряд. Провязываем прибавку и 5 столбиков 6 раз. По кругу должно получиться 42 столбика без накида. Делаем прибавку, затем 1, 2, 3, 4,
5. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 8 ряд вяжем 3 столбика, прибавку, затем комбинация из 6 столбиков и прибавки. Повторяем ее 5 раз. В конце 3 столбика без накида. Вяжем 3 столбика. Затем прибавка. 6 столбиков. Пять и 6. Прибавка. Повторяем комбинацию 6 столбиков и прибавки еще 4 раза самостоятельно. В конце провязываем 3 столбика. Девятый ряд вяжем прибавку и 7 столбиков без накида 6 раз. По кругу должно получиться 54 столбика. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 10 ряд вяжем 4 столбика, затем прибавка, комбинация из 8 столбиков и прибавки. Повторяем ее 5 раз и 4 столбика без накида в конце. У нас должно получиться с вами 60 столбиков без накида. Начинаем. 4 столбика. Прибавка. 8 столбиков. Прибавка. Повторяем комбинацию из 8 столбиков и прибавки еще 4 раза. Нам осталось провязать 4 ряда. Ой, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 11 и 12 ряд вяжем по 60 столбиков без накида в кругу, без накида по кругу. Каждую петельку по одному столбику провязываем самостоятельно. 13 ряд будем ввязывать наши лепестки подготовленные. Берем лепесточек, продеваем крючок за петлю лепестка и желтого основания провязываем столбик. Снова за петельку лепестка и петельку основания. Два, 3, 4. Так поступаем со всеми лепестками. Они у вас должны все поместиться, потому что, как вы помните, в лепестке мы провязывали 4 столбика. У нас по кругу 60. Продолжаем вязание самостоятельно. Мне осталось провязать последний столбик последнего лепестка 15-го.
Здесь у нас должна быть смена нити. Вот и присоединяем зеленую ниточку. Желтую можно отрезать, связать зеленой и будем продолжать вязание. С 14 по 23 ряд вяжем по 60 столбиков в каждом ряду. То есть 10 рядов провязываем в петлю 1 столбик. Выполняем вязание самостоятельно. 24 ряд вяжем 4 столбика, затем убавку. После идет комбинация из 8 столбиков и убавки. Повторяем ее 5 раз и в конце 4 столбика без накида провязываем. По кругу у нас 54 столбика без накида. Ставим маркер. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. Повторяем эту комбинацию самостоятельно еще 4 раза. В конце провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 25 ряд вяжем убавку 7 столбиков 6 раз. По кругу должно получиться 48 столбиков без накида. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем самостоятельно до конца ряда. 26 ряд. Вяжем 3 столбика, убавку, затем идет комбинация из 6 столбиков и убавки. Повторяем ее 5 раз. В конце вяжем 3 столбика без накида. По кругу должно получиться 42 столбика без накида. 3 столбика. Убавка. 6 столбиков. Убавка. Повторяем комбинацию из 6 столбиков и убавки 4 раза самостоятельно. В конце провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 27 ряд вяжем убавку 5 столбиков 6 раз. Убавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем до конца самостоятельно. 28 ряд вяжем 2 столбика убавку, затем идет комбинация из 4 столбиков и убавки. Повторяем ее 5 раз. В конце провязываем 2 столбика без накида. По кругу должно получиться 30 столбиков без накида.
Вяжем 2 столбика, затем убавка, 4 столбика, и убавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. В конце провязываем 2 столбика. Двадцать девятый ряд. Вяжем убавку 3 столбика. Делаем убавку, затем 3 столбика. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Я набила голову холофайбером. Вяжем 30 ряд. 1 столбик убавка, затем комбинация из 2 столбиков и убавки. Повторяем 5 раз и в конце 1 столбик. По кругу должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик, затем убавка, 2 столбика, убавка. Повторяем комбинацию из 2 столбиков и убавки самостоятельно еще 4 раза. В конце вяжем 1 столбик без накида. 31 ряд. Вяжем убавку и 1 столбик 6 раз. Убавка, один столбик. Продолжаем самостоятельно до конца ряда. 32 ряд. Вяжем 6 убавок, один, два. Повторяем еще 4 раза. Провязала 6 убавок. Теперь нить отрезаем и стягиваем отверстие. Я стянула отверстие, спрятала нить. Вот что у меня получилось на данном этапе. Вот такая вот голова игрушки. Свяжем наши игрушки. Вот такие вот глазки с бликами. Нам понадобятся нитки типа ирис и крючок номер 1. Давайте приступим. Первый ряд делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Вяжем 4 прибавки. Первая прибавка.
Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. И 2 соединительных столбика. Один, второй. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Вяжем прибавку, 1 столбик, 4 прибавки, 1 столбик и прибавку. Сначала у нас идет прибавка. Затем столбик без накида. Затем вяжем 4 прибавки. Затем идет у нас 1 столбик. И прибавка. Когда будете выполнять второй столбик, здесь будет смена нити на зеленую. Присоединяем зеленую ниточку. Делаем петлю подъема. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, прибавку. Из столбиков без накида 2 полустолбика, 2 прибавки из полустолбиков, 2 полустолбика, прибавка из столбиков и 2 столбика. Вяжем 2 столбика. Два. Затем у нас идет прибавка. Два полустолбика. Делаем накид. Один полустолбик, следом второй. Две прибавки из полустолбиков. Первая прибавка, вторая. Два полустолбика. Прибавка из столбиков. Два столбика. Когда будете провязывать второй столбик, будет идти смена нити на белую. Присоединяем белую ниточку.
Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, прибавку из столбиков без накида, 3 полустолбика, 2 прибавки из полустолбиков, 3 полустолбика и прибавку из столбиков и 2 столбика. Сначала идут 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее прибавка из столбиков. Затем 3 полустолбика. Делаем накид. 1, 2 и 3. Делаем 2 прибавки из полустолбиков. Первая прибавка, вторая, вяжем 3 полустолбика, 1, 2, 3. Далее идет прибавка из столбиков. Два столбика. Во втором столбике идет у нас смена нити. Меняем ее на черный ряд, на черную нить. Затем вяжем 1 столбик. И сейчас будем прошивать черной нитью, провязывать основание. Вяжем 1 столбик. Затем у нас идет 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4. Провязываем еще 2 столбика без накида. 1 и второй. Черную ниточку закрепляем, отрезаем, оставляем длинный кончик. Белую ниточку тоже отрезаем, тоже оставляем длинный кончик. Теперь делаем нашему глазику блики. Для этого несколько стежков белой нитью делаем у основания глазика. Затем смещаемся в дальний уголок глаза и также проделываем несколько стежков. Белую нить потом закрепляем и отрезаем лишнее. Продолжаем самостоятельно. Вот такой вот глазик у меня получился. Теперь давайте посмотрим, как он будет смотреться на голове игрушки. Я примерно расположила глазки в месте, где они будут пришиваться. Вот так вот весело смотрится ромашка. Вяжем игрушки нос. Делаем кольцо амигуруми. Первый ряд провязываем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. 1, 2, 4 прибавки вяжем самостоятельно. Третий ряд вяжем прибавку, 1 столбик, повторяем 6 раз. Прибавка, в следующую петлю 1 столбик. Выполняем самостоятельно до конца ряда. Закончили вязать третий ряд. У нас по кругу с вами 18 столбиков без накида. Четвертый и пятый ряд провязываем по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем самостоятельно в каждую петельку по одному столбику без накида. Продолжаем. Довязали пятый ряд до конца. Теперь ниточку отрезаем, оставляем кончик подлиннее для пришивания. Нам нужно стянуть нос за передние стенки. То есть продеваем иглу сначала в одну петлю, вводим в другую. Продолжаем самостоятельно по кругу. Перед тем, как стянуть отверстие, я слегка набила его холофайбером, хотя автор не рекомендует набивать детальку. Я ее первоначально стянула, и носик заморщился не очень такой красивый, как мне хотелось бы. Сейчас, по моему мнению, он принял необходимую форму. Вы тоже можете сначала стянуть, посмотреть, если вас все устраивает, оставить носик без наполнения. Мне немножко это не понравилось, поэтому я его наполнила. Вот что у меня получилось. Займемся оформлением мордочки. Пришиваем сначала глаза. Располагаем их рядом с кольцом амигуруми. Глазки должны пришиться на расстоянии 2 столбиков. Здесь между глазками. И 5 столбиков от края. Черную часть пришиваем черной нитью, белую, соответственно, пришиваем белой нитью. Выполняем работу самостоятельно. Оформили мы нашей ромашки лицо, можно так сказать. Пришили глазки, бровки, рот и нос. Свяжем с вами ручку. Вот такой она формы, имеет пальчик. Давайте начнем. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо стягиваем. Ставим маркер. Второй ряд провязываем 6 прибавок. Одна прибавка. Вторая прибавка. 4 провязываем самостоятельно. Третий ряд вяжем прибавку и 3 столбика. Повторяем 3 раза.
По кругу должно получиться 15 петель. Прибавка. 3 столбика. Два раза вяжем самостоятельно. 4 и 5 ряд вяжем по 15 столбиков в каждом ряду. То есть в каждую петлю провязываем по одному столбику. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. 6 ряд вяжем 3 столбика, прибавку, снова 3 столбика, затем пышный столбик, 3 столбика, прибавку и заканчиваем 3 столбиками. По кругу должно получиться 17 петель. 3 столбика, прибавка, 3 столбика, вяжем пышный столбик. Так, в следующую петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом с одной общей вершины. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и все петли провязываем вместе. Затем 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка и снова 3 столбика, 1, 2, 3. Закончили ряд. 7 и 8 ряд вяжем по 17 столбиков, затем делаем одну петлю один столбик смещения. Маркер должен находиться посередине задней части руки. Вяжем самостоятельно. 9 ряд вяжем 6 столбиков, убавку, 1 столбик, убавку, в конце 6 столбиков. По кругу должно получиться 15 столбиков. 6 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, убавка, 1 столбик, убавка, 6 столбиков, закончили вязание, перебрасываем маркер. 10 ряд вяжем 5 столбиков, убавку, 1 столбик, убавку, 5 столбиков и 1 столбик смещения. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 'убавка, 1 столбик, убавка,
1, 2, 3, 4, 5, и одну петлю смещения, один столбик смещения, то есть так перебрасываем маркер с 11 по 29 ряд вяжем по 13 столбиков без накида, то есть провязываем 19 рядов, в конце добавляем один столбик смещения, вяжем самостоятельно. Довязала я ручку до конца, теперь нам нужно ее набить на 1/3, значит вот эту вот часть холофайбером набиваем самостоятельно. Набила ручку плотненько, теперь берем, складываем нашу ручку пополам и за обе стенки провязываем с двух сторон 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нитку обрезаем, закрепляем и кончик прячем. Выполняем самостоятельно. 2 ручки готовы. Приступаем к вязанию ножек. Я связала левую ножку, будем вязать правую. Объясню, в чем различие между ними. Вот выглядит вот так. Вам понадобится для стельки еще фетр. Давайте приступим. Первый ряд набираем цепочку с 9 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Во вторую петлю от крючка провязываем прибавку. Затем вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Провязываем по второй стороне цепочки 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот.
Второй ряд вяжем 2 прибавки, 1, 2, затем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 3 прибавки, 1, 2, 3. Шесть столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Третий ряд вяжем 1 столбик, 1 столбик, прибавка, еще раз 1 столбик, прибавка, 6 столбиков, теперь 3 раза вяжем прибавку и 1 столбик, прибавка, 1 столбик, раз, прибавка, 1 столбик, 2, прибавка, 1 столбик, 3, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и прибавку. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку, еще раз 2 столбика и прибавка, 6 столбиков, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2
2 столбика, нам осталось провязать 8 столбиков и прибавку. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. Теперь вяжем 3 столбика смещения. Теперь нам нужно вырезать стельку из фетра по контуру подошвы. Обводим нашу подошву ручкой и вырезаем. Выполняем самостоятельно. Подготовили стелечку, оставляем по краю в сторону. Пятый ряд провязываем 36 столбиков без накида за заднюю стенку. Начинаем за заднюю стенку петли. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. С 6 по 8 ряд вяжем по 36 столбиков в каждом ряду. Так, в каждую петельку вяжем по одному столбику. Вяжем самостоятельно. В конце 8 ряда вяжем одну петлю смещения. Я довязала 8 ряд. Теперь вклеиваем стелечку и продолжаем вязание. 9 ряд вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идет убавка из полустолбиков. Делаем накид, убавка, после 2 полустолбика, повторяем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. До конца ряда нам осталось провязать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. У нас с вами по кругу 30 столбиков без накида. 10 ряд вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идет убавка из полустолбиков. 1 полустолбик. Повторяем эту комбинацию самостоятельно еще 5 раз. В конце провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 ряд. Вяжем 6 столбиков, 6 убавок и 6 столбиков. По кругу у нас должно быть 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 6 убавок. 1, 2, 3. 3 убавки вяжем самостоятельно. Нам осталось провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. С 12 по 16 ряд вяжем по 18 столбиков в каждом ряду, то есть 5 рядов провязываем в каждую петельку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 17 ряд вяжем прибавку и 5 столбиков 3 раза. Прибавка, пять столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем самостоятельно эту комбинацию еще 2 раза. С 18 по 21 ряд вяжем по 21 столбику без накида в каждом ряду, то есть 4 ряда провязываем в каждую петельку по одному столбику, и в конце 21 ряда делаем 1 столбик смещения. Вяжем самостоятельно. 22 ряд вяжем 3 столбика прибавку, затем комбинацию из 6 столбиков и прибавки 2 раза, в конце 3 столбика. По кругу должно получиться 24 столбика без накида. 3 столбика, прибавка, 6 столбиков, прибавка, еще раз 6 столбиков и прибавку провязывайте самостоятельно. В конце провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. 23, 24 и 25 ряд провязываем по 24 столбика. В конце 25 ряда вяжем 1 столбик смещения. В каждую петлю провязываем по одному столбику. Вяжем самостоятельно. На 25 ряду схожесть правой и левой ноги у нас заканчивается. 26 ряд левой ножки заканчивается следующим образом. Вы провязываете 17 столбиков без накида, затем вяжете соединительный столбик, ниточку закрепляете и обрезаете. Правая ножка продолжается другим образом. 26 ряд правой ножки провязываем с вами 24 столбика без накида, то есть в каждую петельку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 27 ряд вяжем 5 столбиков, 1, 2,
3, 4, 5. Делаем соединительный столбик, набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 петель. Теперь присоединяемся в соединительный столбик левой ноги. Сюда. Вяжем соединительную петлю. Так, теперь провязываем 24 столбика по левой ноге, затем 6 столбиков по цепочке из воздушных петель и 24 столбика по правой ноге, 4 столбика по воздушным петлям. Затем установим маркер. Вяжем 24 петли. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Довязала я до цепочки 24 столбика. Теперь провязываем 6 столбиков в цепочку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь вяжем 24 столбика по правой ноге самостоятельно. Дошли мы до обратной стороны, провязываем цепочки 4 столбика. Один, 2, 3, 4, 5 и устанавливаем маркер. Это будет новое начало ряда при вывязывании тела игрушки. Второй ряд. Тело провязываем с вами 57 столбиков без накида. У нас здесь осталось 2 петли цепочки. Их провязываем и дальше вяжем самостоятельно. Провязали 57 столбиков. Переносим маркер сюда. Это у нас будет середина спины нашей. Теперь провязываем с 3 по 12 ряд по 60 столбиков без накида. В конце 12 ряда делаем 1 столбик смещения. Вяжем самостоятельно в каждую петлю по столбику. 23 ряд. Вяжем 20 столбиков, затем комбинация из убавки 1 столбика. Повторяем 6 раз, убавка и 20 столбиков. По кругу должно получиться 53 столбика без накида. В этом ряду начинается формирование животика. Так, вяжем 20 столбиков самостоятельно. Теперь вяжем убавку и 1 столбик. Убавка, 1 столбик. Повторяем самостоятельно еще 5 раз. Дальше вяжем убавку,
И 20 столбиков провязываем самостоятельно до конца ряда. 14 ряд тела. Вяжем 53 столбика без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 15 ряд вяжем 20 столбиков, затем идет комбинация из убавки и одного столбика, повторяется на 4 раза, затем идет убавка и 19 столбиков. По кругу у нас с вами будет 48 столбиков без накида. Начинаем вязать. Устанавливаем наш маркер. 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем самостоятельно. Провязала 20 столбиков. Теперь делаем убавку. И столбик провязываем. Повторяем еще 3 раза самостоятельно. Вяжем убавку. Затем у нас идет 19 столбиков. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Закончили 15 ряд. У нас с вами 48 столбиков по кругу. Теперь 3 ряда вяжем по 48 столбиков. В конце 18 ряда делаем 1 столбик смещения. Вяжем самостоятельно. 19 ряд вяжем 3 столбика, затем убавку. После идет комбинация из 6 столбиков и убавки. Повторяем ее 5 раз и заканчивается ряд 3 столбиками без накида. По кругу должно получиться 42 столбика без накида. Вяжем 3 столбика. Убавка. Затем 6 столбиков. И убавка. Повторяем эту комбинацию самостоятельно еще 4 раза. Провязываем в конце 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. С 20 по 22 ряд вяжем по 42 столбика в каждом ряду. То есть 3 ряда провязываем без прибавок и убавок. В каждую петельку по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 23 ряд вяжем убавку и 5 столбиков 6 раз. Убавка. Затем 5 столбиков. Вяжем до конца самостоятельно. С 24 по 26 ряд вяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду. То есть 3 ряда провязываем без изменений. В конце 26 ряда выполняем 1 столбик смещения. Каждую петельку провязываем по одному столбику. Вяжем самостоятельно.
27 ряд вяжем 2 столбика убавку, затем идет у нас комбинация из 4 столбиков и убавки, повторяем ее 5 раз, и в конце остается провязать 2 столбика без накида. По кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем 2 столбика, убавка, 4 столбика, и убавка. Выполняем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. Не забываем игрушку, тело, туловище наполнять по мере вязания. В конце провязываем 2 столбика. 1 и 2. 28 ряд вяжем 30 столбиков без накида. Каждую петельку по одному столбику провязываем самостоятельно. 29 ряд. В этом ряду будем ввязывать руки. На спинку у нас приходится 8 столбиков, наперед 10 столбиков и на руки по 6 столбиков. Вяжем 4 столбика по спинке. Один, 2, 3, 4. Затем берем ручку, провязываем петли ручки и петли туловища соединительными столбиками. У нас должно выходить с вами 6 столбиков. Будьте внимательны, чтобы все столбики совпали. Ввязываем ручку самостоятельно. Связали ручку вместе с туловищем. Теперь вяжем 10 столбиков переда самостоятельно. Берем вторую ручку и также ее присоединяем к туловищу. Одну петельку ручки и одну петельку рукава провязываем столбиком. Продолжаем самостоятельно. Вязали ручку, нам остается провязать 4 столбика в конце. Провязываем самостоятельно. 1, 2, 3 и 4. Тридцатый ряд вяжем 29 столбиков без накида и в конце делаем соединительный столбик. Вяжем самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Закончили ряд, закрепляем ниточку. Отрезаем нить, оставляем длинный кончик, чтобы пришить голову к туловищу. При необходимости наполняем область шеи холофайбером. Пришили голову к туловищу. Вот. Ниточку спрятали. Продолжаем вязание. Теперь будем вязать одежку нашей ромашки. Так, в первую очередь свяжем ей шорты.
ей или ему, там видно будет, она у нас бесполая. Так, набираем цепочку из 60 воздушных петель. Набираем самостоятельно. Набрали 60 петель, замыкаем нашу цепочку в круг. Теперь вяжем 2 столбика. Затем у нас идет комбинация из 2 воздушных петель. Одну петлю пропускаем, затем вяжем 5 столбиков, повторяем комбинацию 9 раз. В конце 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем цепочки и вяжем 3 столбика. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Затем 2 воздушные петли, одну петлю цепочки пропускаем, вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем эту комбинацию самостоятельно 8 раз. Провязали последнюю комбинацию, делаем 2 воздушные петли, пропускаем одну петлю цепочки и провязываем 3 столбика без накида. У нас получились такие вот небольшие отверстия, в них будет продеваться шнурочек. Второй ряд, вяжем 70 столбиков без накида. Все воздушные петли предыдущего ряда провязываем за переднюю стенку. Так, вводим крючок за переднюю стенку, столбик, снова за переднюю стенку вводим, провязываем столбик, продолжаем самостоятельно. Третий и четвертый ряд вяжем по 70 столбиков без накида обычным способом, то есть за 2 стеночки петли уже. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Пятый ряд вяжем прибавку и 13 столбиков, повторяем комбинацию 5 раз. По кругу должно получиться 75 столбиков без накида. Делаем прибавку, затем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 раза комбинацию вяжем самостоятельно. Шестой ряд вяжем прибавку и 74 столбика без накида. Прибавка, затем столбики. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 76 столбиков без накида и в конце делаем 1 столбик смещения. Вяжем самостоятельно. Каждую петельку по 1 столбику без накида. Продолжаем. Провязали мы с вами седьмой ряд. У нас 76 столбиков. По кругу сделали 1 петлю смещения. Теперь набираем косичку из 5 воздушных петель и присоединяем ее в 38 петлю 7 ряда. Таким образом мы разделяем штанины на 2 части.
каждой будет по 37 петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся в 38 петлю, отсчитываем. Присоединили нашу цепочку в 38 петлю. Сейчас провязываем сюда 1 столбик, затем вяжем в левую штанину, провязываем 37 столбиков по кругу. 1, 2, вяжем самостоятельно. Провязала я 37 петель. Теперь вяжем 1 столбик в место, откуда начинается наша косичка, затем цепочка из воздушных петель, затем по цепочке провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Ставим маркер. У нас с вами по кругу сейчас 44 столбика без накида. Со 2 по 10 ряд вяжем по 44 столбика без накида в каждом ряду. То есть 9 рядов провязываем без изменения. В каждую петельку по 1 столбику вяжем самостоятельно. Я довязала шортики, подогнула их на сантиметр и подшила. Вот так выглядит. С правой штаниной поступаем аналогично. Присоединяем нить вот здесь в основании и вяжем по кругу. В конце делаем такой же отворотик. Выполняем самостоятельно. Провязала я правую штанину до конца. Обрезаем нить, вставляем длинный кончик. Вытягиваем ее. Отгибаем край шорт на 1 сантиметр примерно. Так вот. И подшиваем оставленной нитью. Вот. Выполняем самостоятельно. Подшили вторую штанину. Теперь присоединяем ниточку кверху, к цепочке начальной нашей. И обвязываем верх шортиков столбиками без накида. Закрепляем ниточку, делаем петлю подъема и в каждую петелечку вяжем по 1 столбику. В конце делаем соединительный столбик и прячем нитку. Провязываем самостоятельно. Довязали ряд до конца и в первую петлю подъема вяжем соединительный столбик, ниточку обрезаем, вытягиваем, закрепляем с помощью иголки и прячем в вязание. Делаем самостоятельно. Вот такие шортики у нас уже готовы. Теперь давайте свяжем с вами шнурок к ним. Набираем цепочку из 122 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно.
Набрали 122 петли. Теперь вяжем в обратную сторону соединительными столбиками. Один, два, три, четыре, пять. Продолжаем самостоятельно. Шнурок готов. Кончики я связала, ниточки лишние отрезала. Теперь нам нужно продеть шнурок вот в эти отверстия, которые мы вязали. Выполняем самостоятельно. Продели шнурок. Наши шорты сейчас выглядят таким образом. Давайте мерить на ромашку. Делаю шортики на ромашку. Вот так они выглядят спереди и сзади. Продолжаем вязание гардероба. Свяжем кофточку для ромашки. Оставляем где-то сантиметров 15. Затем начинаем набор петель. Делаем цепочку из 37 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. Набрали 37 петель. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. В следующую петлю вяжем столбик без накида. Продолжаем до конца самостоятельно. Провязали до конца ряда, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении 36 столбиков без накида. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. Довязали до конца ряда, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем набираем 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снизу пропускаем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 2 столбика. Делаем прибавку. Вяжем 4 столбика. Делаем прибавку. Вяжем 2 столбика. Набираем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снизу пропускаем 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем 5 столбиков до конца без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Четвертый ряд
Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем по цепочке вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, далее у нас идет 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязываем по цепочке 10 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжем 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. 5 и 6 ряд вяжем по 42 столбика. В каждую петельку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. Довязали 6 ряд до конца. Сделали петлю подъема. Разворачиваем вязание. 7 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем у нас идет прибавка. После идет комбинация из 6 столбиков и прибавки. Ее повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Самостоятельно вяжем эту комбинацию еще 4 раза. Дошли до конца. Провязываем 3 столбика без накида. Сейчас у нас с вами 48 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и теперь 2 раза провязываем по 48 столбиков, 2 ряда самостоятельно. Довязали 9 ряд, сделали петлю подъема, провязываем 3 столбика. Теперь вяжем прибавку. Затем у нас идет комбинация из 7 столбиков и прибавки, которая повторяется 5 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Провязываем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. В конце ряда провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем петлю подъема и разворачиваемся.
Вяжем 2 ряда, 54 столбика. Под каждую петельку 1 столбик. Продолжаем самостоятельно. 13 ряд. Делаем петлю подъема, вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Прибавка. Затем идет у нас комбинация из 8 столбиков и прибавки, которые повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующую петлю прибавка. 4 раза повторяем эту комбинацию самостоятельно. В конце провязываем 4 столбика без накида. У нас с вами сейчас идет по ряду 60 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю и 2 ряда провязываем по 60 столбиков без накида самостоятельно. Когда закончите вязание этих 2 рядов, оставьте длинный нить, закрепите и оставьте длинный кончик. Потом объясню для чего. Как вы помните, при наборе мы оставляли 15 сантиметров нити. Берем, теперь провязываем цепочку с 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем в эту же петлю вяжем соединительный столбик. Нить закрепляем. Прячем ее в вязание. У нас с вами получилась вот такая петелька. То же самое проделываем с нижней ниточкой. Провязываем цепочку, делаем нижнюю петельку. Я сделала петельки, еще одну петельку сделала посередине кофты, пришила такие вот смешные детские пуговки и одела нашу ромашку. Наша кофточка готова. После того, как мы приодели нашу игрушку в шортики и в кофточку, будем вязать ей обувь. Вот такие вот тапочки. Для каждой тапочки понадобится 2 такие подошвы. Одну подошву я связала, вторую будем провязывать вместе. Набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Затем провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь начинаем двигаться по обратной стороне цепочки. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Второй ряд подошвы. Вяжем 2 прибавки.
Одна прибавка, вторая прибавка. Далее идут 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вяжем 3 прибавки. 1, 2 и 3. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем прибавку. Третий ряд подошвы, вяжем 1 столбик, прибавку, снова 1 столбик, прибавку. Далее идут 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем провязываем прибавку и 1 столбик. Повторяем эту комбинацию еще 2 раза. Прибавка, столбик, прибавка, столбик. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и делаем прибавку. Вяжем 3 столбика смещения. 1, 2, 3, чтобы наш крючок оказался на середине пяточки. Берем вторую часть подошвы. Связываем теперь 2 подошвы вместе. Так, сначала вяжем 2 столбика. 1, 2. Делаем прибавку. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем комбинацию из прибавки и 2 столбиков 3 раза. Прибавка. 1, 2. 2 раза вяжем самостоятельно. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Затем у нас идет прибавка. Провязываем 2 столбика. И делаем прибавку, соединительный столбик, ниточки все лишние обрезаем, выполняем самостоятельно. Вот такая подошва у нас получилась. Теперь будем вязать ремешок. Отсчитываем от середины пятки 9 петель и присоединяемся в 10-ю красной нитью. Присоединяем красную нить за заднюю стенку петли. Так, закрепляем ниточку, делаем воздушную петлю, затем провязываем также за заднюю стенку петли 3 столбика. 1, 2 и 3. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем 4 столбика. 2, 3, 4. Делаем снова петлю подъема и провязываем также 4 столбика. Таким образом провязываем еще 16 рядов самостоятельно. В конце нить закрепляем и оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Довязала я до конца. Также по этой стороне отсчитываем 9 петель и пришиваем наш ремешок за переднюю стенку. Так, делаем это самостоятельно. Там нет ничего сложного. Наш тапочек готов. Можем одевать его на игрушку. Наша игрушка уже одета и обута. Теперь добавим ей немножко имиджа и свяжем очки. Вяжем стекла для очков. Их должно быть 2 штуки. Одно я связала, нить закрепила, кончик отрезала. Вяжем второе. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка начинаем вязание. Вяжем 1 столбик, второй. Затем в последнюю петлю вяжете 3 столбика без накида. 1, 2, 3. По обратной стороне цепочки провязываете 2 столбика без накида. 1 и 2. В конце ряда делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Вяжем 2 столбика. Затем у нас идет 3 прибавки. Так, первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. В конце провязываем 2 столбика без накида. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Затем у нас идет комбинация из прибавки и одного столбика
Повторяется она 3 раза. Мы провязали первый раз, прибавка и столбик. Второй раз, прибавка и столбик. Третий раз. Затем нам нужно провязать 2 столбика, 1 и 2. Сейчас у нас будет смена нити на красный цвет. Прикрепили красную нить, теперь отрезаем черную, закрепляем ее и продолжаем вязание. Делаем петлю подъема. Теперь провязываем по вот этой вот основе, которую я показываю крючком, 7 столбиков без накида. Так, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Берем второе стеклышко, прикрепляемся к нему. Провязываем 6 столбиков. Так, один связали. Теперь 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем прибавку. Вот что у нас получается на данном этапе. Вяжем с вами по округлой части стекол теперь 2 столбика. Затем комбинация идет из прибавки из 2 столбиков. Повторяется она 3 раза. Прибавка 1, 2. Первый раз. Прибавка 1, 2. Второй раз. Прибавка 1 и 2. Третий раз. Нам остается с вами провязать 2 столбика. 1 и второй. Переходим на второе стеклышко. Аналогично его обвязываем. Сначала провязываем 2 столбика, 1, 2. Затем идет комбинация из прибавки и 2 столбиков, которая повторяется 3 раза. 1, 2. Первый раз. Прибавка 1 и 2. Второй раз. Прибавка 1 и 2. Третий раз. 2 столбика. 1 и 2. Здесь, наверное, лучше сделать соединительную петлю, чтобы не было разрывов. Вот что у нас получилось. Подобие оправы очков.
Набираем с вами 61 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. Провязала 61 воздушную петлю. Затем начинаем вязать соединительными столбиками. Так, вот так. Во вторую петлю от крючка вяжем соединительный столбик. Их должно у вас получиться 60. Провязываем самостоятельно. Провязали 60 соединительных столбиков. Так, присоединяемся снова к оправе. Вяжем соединительную петлю. Теперь по оправе вяжем 13 соединительных столбиков. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Провязали 13 соединительных столбиков. Теперь повторяем. Вяжем шнурок. Также набираем цепочку из 61 воздушной петли. И возвращаемся назад соединительными столбиками. Вяжем самостоятельно. Провязали шнурок. Теперь снова вяжем соединительную петлю. Присоединяемся к оправе. И провязываем по округлым частям 33 соединительных столбика. В конце нитку закрепляем и отрезаем. Вяжем самостоятельно. Закончили обвязку. На концах наших очков завязываем узелки. Так. И со вторым шнурком поступаем аналогично. Вяжем для игрушки леденец. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем нитку. Провязываем в кольцо 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Стягиваем кольцо. Вяжем второй ряд. 5 прибавок. По кругу должно получиться 10 столбиков. Каждую петлю провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Третий ряд вяжем прибавку и 1 столбик. Повторяем так 5 раз. Я 1 раз провязала, 4 раза вяжем самостоятельно. Четвертый и пятый ряд вяжем по 15 столбиков. В каждую петлю по 1 столбику. Вяжем самостоятельно. В конце 5-го ряда у нас меняется нить на красную. Вяжем самостоятельно. Сменили нить на красную. Теперь вяжем 6 ряд. За заднюю стенку петли провязываем 15 столбиков. 1,
2. Продолжаем самостоятельно. 7 и 8 ряд вяжем как обычно за 2 стенки петли. То есть 2 ряда провязываем по 15 столбиков в каждом ряду. Каждую петлю по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 9 ряд вяжем убавку и 1 столбик. Повторяем эту комбинацию 5 раз. Сначала идет убавка, затем 1 столбик. Повторяем эту комбинацию 4 раза самостоятельно. В конце ряда у нас будет смена цвета нити на белую. Сменили нить на белую. Теперь вяжем 5 убавок. Набили леденец холофайбером плотненько так. Теперь провязываем убавки. Один, 2, 3 убавки выполняем самостоятельно. У нас по кругу осталось 5 столбиков. Вяжем 6 рядов по 5 столбиков в каждом ряду самостоятельно. Я провязала 6 рядов. Теперь нам нужно стянуть вот это вот отверстие. Для этого поднимаем петли за передние стенки, вводим углу и стягиваем, закрепляем ниточку и прячем ее в палочке леденца. Так, теперь нам нужна желтая пряжа. Присоединяем желтую нить вот к этому ряду, где остались у нас передние стенки петель. Закрепляем ниточку, затем в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. Леденец готов, осталось его только прикрепить к ладошке игрушки. Я прикрепила леденец, сделала пару стежков белой нитью, и вот леденец теперь уже в руке игрушки. Вот такая игрушка получилась у меня в итоге. Надеюсь, у вас такой же результат.